Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Главное». Как всегда, обсуждаем новости Южного Кавказа. И сегодня в московской студии Гия Саралидзе, Марина Лагутина. И у нас в гостях генеральный директор Каспийского института стратегических исследований, политический аналитик Игорь Юрьевич Короченко. Здравствуйте, рад вас видеть. Ну и начнем сегодня с российско-армянских отношений. За прошедшую неделю армянские власти в лице и Алина Симоняна, и Арарата Мирзояна, и Никола Пашиняна высказались о том, что политика Армении современная не является антироссийской, не направлена против России. И вот даже сейчас проходит международный форум «Ереванский диалог» в Армении. Мол, Москву мы приглашали на этот диалог, но из России никто не приехал. При этом параллельно за прошедшие 7-10 дней мы видели самые разные новости. Например, о том, что в Армении был понижен статус русского языка в школах. Раньше он был базовый, теперь он является иностранным, и изучать его будут в разы меньше армянские школьники. Затем армянские власти высказались о том, что если и коммуникации транспортные между Арменией и Азербайджаном будут разблокированы, то третья сторона не может осуществлять над ними контроль, что имеется в виду под Россией, потому что было согласовано в трехстороннем заявлении еще в 2020 году, что это будет осуществлять именно Россия. Затем армянские власти снова высказались о том, что да, Армения может покинуть ОДКБ в очередной раз, и мы видим бурное развитие отношений между Арменией и ЕС, который пообещал безвизовый режим армянским гражданам. Вот хотелось бы поговорить о том, как слова о том, что нет, у нас не антироссийская политика, и вот эти все новости, и не только эти, как они вообще сочетаются. Игорь Юрьевич, вам слово. Действительно, вот такие противоречия в официальной позиции Еревана, которые мы сегодня наблюдаем, но важно сказать, что если Армения немного отыграла назад в своей антироссийской риторике и практике, на словах, по крайней мере, это объясняется только сугубо эгоистическими экономическими соображениями. Понятно, что вдруг внезапно обнаружившийся некондиционный армянский коньяк, а вслед за этим и наличие разного рода опасных веществ в сельскохозяйственной продукции Армении, которые российские контролирующие органы и организации внезапно обнаружили, это такой месседж, который был послан правительству Пашиняна, и он был услышан. Армения — главный бенефициар, собственно, нынешней ситуации с точки зрения получения всего пакета экономических, финансовых преференций. В этом плане, конечно же, торгово-экономические отношения, они чрезвычайно выгодны для Еревана. Если же Армения будет проводить свой антироссийский курс, примерно так, как его проводила в свое время, допустим, Украина или другие недружественные государства постсоветского пространства, мы говорим про Молдову, Грузию при Саакашвили, то, конечно же, будут включены меры экономического реагирования в виде санкций. Пашинян хочет избежать этого процесса. Но то, что курс современного Еревана однозначно антироссийский, здесь сомневаться не приходится. Важно понимать, что все базовые договоренности с западными акторами, они достигнуты. То есть процесс, он фактически сейчас идет необратимый. Есть соглашения как тайные, так и публичные относительно встраивания Армении в западные институты безопасности. Начались поставки западных систем оружия. Все это синхронизировано с изменением военного планирования. Усиливаются контакты между армянскими и западными специальными службами. Сам Пашинян на площадках встреч с западными политиками, прежде всего американскими, французскими, европейскими, однозначно подписался под сворачивание партнерских отношений и союзнического взаимодействия с Россией, выхода из ОДКБ, и, собственно, этот процесс, он просто будет пролонгирован по времени, и Армения хочет этот процесс пройти максимально безболезненно для своей экономики. Поэтому идет отказ от такой прямой антироссийской риторики, делаются какие-то политические референсы, но не более того. Важно понимать практику, а практика, она свидетельствует о том, что, вот вы упомянули, статус русского языка сводится к одному из иностранных языков, которые будут изучать, и, очевидно, его
место в статусе вот в этом будет после английского, французского там, и так далее. Соответственно, будет осуществлен поколенческий, идеологический, ментальный разрыв между молодым поколением армян и Россией как исторической и дружественной страны. При этом подавляется оппозиция, ну и, прямо скажем, она неэффективна ввиду тех инструментов, которые она использует. Пашинян удерживает большинство симпатий общества. Нет критической массы недовольных, которые могут выйти и силовым образом сместить режим. Поэтому идет такая вот мимикрия. Но процессы, они идут опасные. Цель и задача Запада — превратить Армению в такого троянского коня, манипулируя которым можно достигать тех или иных результатов. Поэтому нынешнее руководство Армении, оно не самостоятельно в принятии ключевых решений. И я думаю, это отчетливо понимают сегодня все те, кто имеет интересы на Южном Кавказе. Для Путина, Эрдогана, Алиева это совершенно очевидные вещи, что нынешняя Армения превращается в инструмент воздействия Запада. Не все это понимают в Иране, к сожалению. Зачастую такое ощущение, что иранские политики и иранское руководство, оно не до конца просчитывает опасные последствия вот начавшихся процессов. Поэтому вместо давления на Ереван зачастую идет такая скрытая либо явная поддержка, что, конечно же, в конечном итоге может ударить в перспективе по интересам самого Ирана. Пожалеют, но будет уже поздно. Ну и, конечно, мы не можем не сказать о Грузии. Это тоже сегодня очень влиятельный и ответственный игрок на Южном Кавказе, тем более предстоящие вот в скором времени выборы, очевидно, приведут к дестабилизации ситуации. И очень важно, чтобы Грузия устояла, чтобы нынешняя легитимная власть сохранилась, устояла от попытки цветной революции. Потому что прийти к власти оппозиция конституционным путем не может. Поэтому расчет на снос существующей власти. А это затронет всех нас. Ну и, конечно, реализация необходима и разблокировка транспортных коридоров, хотя процесс идет неоднозначно. А вместе с тем реализация вот формулы 3+3, которая была предложена. Ну и, конечно, мы с оптимизмом ожидаем, что после визита Путина и переговоров с Ильхамом Алиевым стороны выйдут на ряд соглашений практического плана, которые взаимно усилят друг друга, чтобы сделать нас устойчивыми. Сегодня идет глобальная турбуленция, разрушается прежний миропорядок, многие процессы, они носят латентный характер, в то же время абсолютно понятно, что будет меняться все. И здесь те страны, которые обладают политической волей, сильными лидерами, субъектностью, сильным вооруженным потенциалом, потому что если ты слабый, тебя сожрут, либо сотрут с политической карты мира. Это все определенные элементы устойчивости. Поэтому, оценивая сложившуюся ситуацию, мы ее оцениваем как в целом негативную для российско-армянских отношений. Это выбор армянских правящих элит. И вопрос заключается в том, есть ли у России и у других ответственных игроков возможности, силы и инструменты, чтобы, как минимум, затормозить эти негативные процессы, в расчете на то, что динамика там, через год-два может измениться в позитивную сторону. Или же это уже необратимо. А если это необратимо, соответственно, необходимо не рубить хвост по частям, а действовать максимально ответственно, жестко, но с учетом защиты своих национальных интересов, в том числе в отношении Армении. Спасибо. Гия, ваше мнение? Вообще то, что происходит с Арменией, я здесь абсолютно согласен. В какой-то мере повторяет путь, который Саакашвили прошел в свое время в Грузии. Ну, то, что касается... единственное, что у Саакашвили, как у политика еще такого очень импульсивного и, я бы сказал, психически неуравновешенного, да, у него были больше такие резкие и на публику, да, там, когда вот задерживали якобы там агентов ФСБ в прямом эфире, вот это же. Конечно, в Армении этого не делают. Вот. Но вот это вот... история, когда было понятно с самого начала прихода Саакашвили, что он повернет на Запад и будет действовать на полный разрыв отношений. Но надо сказать, что в самые плохие времена, да, там даже и уже и 5-й, и 2006 год, когда очень обострились отношения, российский бизнес себя довольно хорошо чувствовал. И я напомню, что именно при Саакашвили отменили визы для
российских граждан. Да, то есть они могли приезжать просто по заграничному паспорту, длиться 90 дней и так далее. И он все вот эти экономические плюсы и то, что можно получить, он прекрасно понимал. При этом курс на разрыв этих отношений и вот этот путь к 2008 году был пройден. И мне кажется, что по большому счету сейчас армянское руководство повторяет этот путь. Единственное, что, может быть, учитывая какие-то ошибки, да, там, Саакашвили в его вот этой темпераментности излишнего, они вот эти там реверансы делают, какие-то, что нет, что Россия нам не враг, ну вот, это, он очень позитивно влияет, значит, главный очень важный игрок в переговорах там и так далее. Но это все, мне кажется, такие уловки. Вот. Что касается экономических, да, они по полной программе пытаются все это использовать для своей экономики. Единственное, что, мне кажется, вообще всю эту ситуацию, конечно, надо рассматривать с точки зрения, там, ну уж как минимум, всего Южного Кавказа, или даже региона. И все практически игроки, даже вот этот мечущийся, иногда не совсем понимающий своих интересов Иран, да, который в плену тоже каких-то там своих внутренних дел находится, они кровно не заинтересованы в появлении внерегиональных сил, да, в том числе и в армии. Я думаю, что сейчас там внимательно и за Грузией следят. Потому что если вкупе вот с тем, что происходит в Армении, еще будет вот серьезное обострение внутриполитических событий в Грузии в связи с выборами, а оно будет. Тут единственное, на что можно рассчитывать, это, во-первых, на поддержку региональных стран, которые, потому что Азербайджан, Турция, да, Россия кровно заинтересованы в том, чтобы Грузия оставалась стабильной вот в этой ситуации. Вот. И поэтому думаю, что какие-то переговоры по этому поводу и какие-то действия будут предприняты для того, чтобы купировать вот сейчас прямо тот накат, который идет, буквально вчера вечером наш СВР заявили о том, что готовится некий вброс такой за там 2-3 недели до начала выборов, я напомню, он по октябре, о том, что в Грузии нет условий, это будут выводы каких-то европейских там, каких-нибудь организаций, да, которые скажут о том, что нет условий в Грузии для свободных, значит, выборов, вот, и понятно, что будет готовиться почва, вне зависимости от того, как закончится голосование, а судя по даже там американским, европейским социологическим опросам, в общем, правящая партия должна победить, причем с запасом. Она должна победить с конституционным большинством, даже по их раскладу. Вот. Понятно, что готовится выступление, и об этом прямо говорят и в Грузии, в том числе и правящая партия, о том, что и до начала выборов, и во время выборов, и после выборов они ожидают очень серьезного обострения отношений, в том числе и вот таких уличных акций, которые мы видим буквально недавно, если закон который был принят. Вот. Это было, на мой взгляд, это была репетиция. Они по щелчку включились, по щелчку. Вот. Но есть надежда на то, что выхода к другому грузинской мечты, как только выиграть эти выборы, сохранится не только как партия и движение, но и, мне кажется, как физически просто. Вот. И поддержка все-таки крупных региональных стран, которые заинтересованы в том, чтобы это не обострилось сначала. Вот. Потому что если, повторюсь, Грузия, да еще с Арменией, то это будет уже действительно на Южном Кавказе очень серьезно стабилизация. Ну вот, Гия, вы сказали, что Армения сейчас идет по пути грузинской, саакашвилевской Грузии, но неужели людей не учат ничему история? То есть все же видели, чем это закончилось. Как вообще, почему никто не обращает внимания на то, что в итоге, к чему все это привело? Ну, все же думают, что мы-то... Они особенные. Да, мы особенные, мы умные, мы договоримся. Да, у нас получится. Мы с американцами, с французами, у нас другие отношения, у нас и диаспора и так далее. Там много. Я вот этот вопрос задавал прямо своим армянским визави, там, друзьям, это по прошлой жизни готовят, там, журналисты, то вот. Ну, они, надо сказать, что более-менее такие все-таки трезвомыслящие люди, но они говорят, что понятно, что мы не будем все яйца в одну корзину, и мы постараемся, значит, это, я говорю, я не вижу этого. Ну, армянские политики, они, естественно, думают, что вот в этой ситуации они будут успешны в своей политике, и их не
не будет результатом то, что не получилось у других. Но важно понять, что вот эта вот такая вот хитрость, она достаточно примитивная. Хотя, на самом деле, я думаю, что нам есть еще с кем работать в Армении. Но прежде всего, мы должны совершенно четко понимать, что вот то, что называется карабахским кланом, с ними работать бесполезно. Это уже политические маргиналы, и армянское общество их не поддерживает. Важно работать с лидерами общественного мнения. Но нужны интеллектуалы, ставка на интеллектуалов, на таких, как, например, ну я условно скажу, да, вот у нас есть такая фигура, как Карен Шахназаров. Это лидер общественного мнения. Вот нам надо в Армении искать такого же калибра людей, масштабных интеллектуалов, которые могут за счет своего влияния на общество, за счет своего авторитета морального, в том числе, дать правильный месседж армянскому обществу. Это во-первых. Во-вторых, нам необходимо в Армении работать, конечно, с теми политологами, которые непосредственно работают на аппарат Пашиняна. В любом случае, мы понимаем, если нынешний секретарь Совбеза — это однозначно враг России, Армении я имею в виду, это креатура, я не хочу сказать там агент, наверное, это было бы грубо, но это креатура западных разведок, то, допустим, сам Пашинян, его супруга и ближайший круг политологов, я считаю, что с ними надо работать. Зачем, например, публичное оскорбление в адрес Пашиняна, которое у нас делают отдельные лица? Это приводит только к тому, что он еще больше будет ненавидеть, соответственно, нас. То есть надо искать даже в этой ситуации, хотя, может быть, поезд уже ушел, но надо искать какие-то возможности для прагматичного, во всяком случае, диалога. Должны быть какие-то каналы коммуникации, минуя официальные в том числе. Не зря говорят, что роль экспертной дипломатии сегодня повышается. Должны быть каналы личного взаимодействия, я считаю. Вот сейчас создана служба внешней разведки Армении, с ней необходимо работать. Ну и, конечно же, я глубоко убежден, что интеллектуалы, которые в Армении остались, люди, носители государственного мышления, это прежде всего сотрудники спецслужб, в том числе высокопоставленные, как бывшие, так и нынешние. Понятно, они находятся под определенными ограничениями в плане контактов, коммуникаций, но все равно надо с Пашиняном работать, надо работать с его электоратом, надо оказывать воздействие, надо, чтобы месседжи были не оскорбительные, а доходили бы с той или иной стороны. Где необходимо, надо экономические меры продемонстрировать, экономического принуждения. Конечно же, мы должны сказать, что есть определенная ответственность и российского бизнеса, армянского, скажем так, происхождения за то, что происходит в Армении. Это люди очень авторитетные, ресурсно и медийно очень могущественные, которые, я уверен, что мы тоже можем встроить их в контур того, чтобы они влияли на происходящие в Армении процессы. Как бы в любом случае необходима работа. Если пассивно ждать и обличать, ничего от этого не будет. Нужна экспертная дипломатия. Возможно ли она сегодня? Я не знаю. Удастся ли нам задержать Армению вот у этого, собственно, порога, переступив которого дальше мы будем откровенными врагами? Я не знаю. Процессы идут очень опасные. Но необходимо извлекать выводы. Нельзя наступать на те же самые грабли, на которые мы наступили на Украине, в Молдове, в Грузии. Хорошо, что вот сейчас ситуативно во главе Грузии стоит ответственное национально ориентированное правительство, которое заслуживает, безусловно, уважения в силу того, что они не пророссийские, они прогрузинские. Это хорошо для любой страны. Но нынешняя армянская элита, она вредна с точки зрения своих стратегических, идеологических предпочтений для интересов самой Армении. Удастся ли нам это объяснить? Удастся ли остановить Армению у этой черты? Или дальше она превратится сначала в Молдову, а дальше, возможно, и в Украину? Мы не знаем. Но совершенно очевидно, что необходима перестройка инструментов влияния, необходимы очевидные новые кадры. Я абсолютно в этом убежден. Те, кто провалил те или иные направления, они дальше будут точно так же проваливать. Знаете, когда у нас там самые крупные специалисты по, скажем, российско-армянским отношениям в основном ушли в то, чтобы проводить там теннисные турниры на территории третьих государств, очевидно, что нужны другие просто кадры. В конце концов, еще раз повторяю, есть возможность культурной дипломатии. Почему не пригласить ту же самую Анну Акопяну, например, там, в Эрмитаж по линии Министерства культуры? То есть сближаться как-то, где возможно. Это все тоже элементы нормальной, мягкой силы, в хорошем понимании, как это мы можем делать.
Поэтому я, вот говоря об этом, еще раз говорю, огульная там, критика, оскорбление того же самого премьер-министра Армении, оно ничего не даст нам. Только еще больше их озлобит и отдалит, и сделать невозможно, может быть, хотя бы какие-то компромиссы, которые пока еще возможно достигнуть. Мне кажется, Гия, очень вам резонируют эти мысли. Мы не раз высказывались тоже в каком-то этом ключе, что нужно находить какие-то точки соприкосновения. Безусловно, в конце концов, долгое время, с одной стороны, была ошибка не замечать тех настроений, которые, иногда откровенно русофобских, которые в Армении были. Это было в то время, когда там, мейнстримом, нашей такой информационной пропаганды, в хорошем смысле этого слова, и информационного поля, говорили о том, что там Армения это форпост, значит, России, там это. А в это время, мне было совершенно очевидно, в части элиты и общества в Армении были, прямо откровенно русофобские идеи, там, и они особо этого не скрывали. И вот закрывать на это глаза и продолжать, это было, на мой взгляд, было очень серьезной ошибкой. Вот тогда надо было уже работать и делать все, о чем сейчас говорилось, да, и там и с элитами работать, и с обществом, да, там очень серьезное, да, огромное количество НКО, там в Армении одно из самых больших на душу населения. Вот, да, там работали, никто не говорит, что враг будет сидеть и ничего сложа руки. Тем более регион Южного Кавказа очень важен, в том числе и для нашей страны, для России. Поэтому, да, на мой взгляд, было упущено время. Но люди, которые по разным причинам все-таки тяготеют к вектору все-таки, да, с нормальных отношений с Россией, их в Армении достаточно совершенно. И опять не замечать этого, и теперь уйти в другую сторону и сказать, что все враги, это тоже ошибка. Так же, как было ошибочно говорить об этом о Грузии. Я всегда во всех, да, там элиты, но не то, что пророссийские, а просто людей, которые адекватно оценивают ситуацию. Да, то, что происходит в мире, в Грузии хватало, в том числе и среди политиков. И вот мы это видим. Вот, и абсолютно вовремя было сделано. Вот это когда наладили авиационное прямое сообщение, когда отменили визы. Это было сделано очень, можно было даже чуть раньше, конечно. Но даже так, как это было сделано, это произвело резонанс. Вы не представляете, как пытались грузинские средства массовой информации, которые в основном работают на оппозицию, это удивительно. У государства мало, кстати, средств своих. Да, там особенно интернет-издания всякие. Как они пытались замолчать вот этот факт о том, что теперь гражданам Грузии не нужна виза для посещения России. Очень многие люди, которых я встречал на улице и там разговаривали, я говорю, ты теперь же можешь ко мне приехать в гости, там, он говорит, визу получать. Я говорю, да не надо никакую визу, возьми загранпаспорт и прилетай. 2 часа на самолете, и ты в Москве. Для них это было открытие. Год прошел, даже больше, когда я разговаривал. Поэтому, да, конечно, надо работать, и это очень важно. И мне кажется, еще вот очень важно, еще раз подчеркну, это вот региональная, вот как раз формула 3+3. Я очень надеюсь, что Грузия все-таки рано или поздно в том или ином виде присоединится, потому что сейчас пока получается 3+2 больше. Вот, но это очень важный формат региональный, на него вообще делается ставка, и это очень правильно. Там можно обсуждать все и вопросы безопасности, и логистики, там, и всего остального. А главное, вот купировать эти внешние вмешательства во все дела и решать какие-то наболевшие проблемы внутри. И я надеюсь, что вот это вот все-таки то, что регион заинтересован в том, чтобы обострения не было, каким-то образом все-таки скажется на том, что будет происходить. Переходим тогда к чисто нашим региональным темам. Армяно-азербайджанская нормализация. 81% мирного договора согласован. Как известно, в налаживании отношений между Арменией и Азербайджаном есть 3 трека. Это процесс работы над мирным договором, это делимитация и демаркация границы и разблокировка транспортных коммуникаций. Все эксперты сходятся во мнении о том, что самым успешным, или, по крайней мере, продуктивным треком является пока делимитация и демаркация, потому что уже первые 13 километров границы были демаркированы, и поступают сообщения с обеих сторон, что вот-вот новый участок будет делимитирован.
На втором месте у нас идет мирный договор, потому что, как я уже сказала, 81% текста согласован, но, не знаю, мне кажется, что здесь критерием продуктивности будет окончательное подписание мирного соглашения, потому что, хотя премьер-министр Армении настаивает на том, что давайте подпишем вот те 13 пунктов, которые уже согласованы, мне кажется, что только всеобъемлющее такое полное подписание будет успехом, потому что если бы, например, могли бы согласовывать каждый пункт и каждый пункт подписывать, почему нет? Но это звучит довольно сюрреалистично. Игорь Юрьевич, вот как вам кажется, когда нам ждать все-таки полного подписания и какие еще остались камни преткновения? Во-первых, я абсолютно разделяю вашу точку зрения относительно того, что документ должен быть подписан полностью. В противном случае это не мирный договор, а какой-то недодокумент. Конечно же, для армянского руководства этот вариант был бы подходящим, но он не устраивает всех остальных. Главным препятствием все-таки мы видим здесь два важных пункта. Первый пункт — это требование Азербайджана об исключении из армянской конституции тех положений, которые отсылают к документам, где впрямую предъявляются территориальные претензии к Азербайджану. Опасность, если это не будет сделано, заключается в том, что сегодня Пашинян, завтра там кто-то еще, послезавтра еще новое армянское руководство всегда может, опираясь на решение Конституционного суда, сказать, что прежние договоренности с Азербайджаном аннулируются. Это может произойти в любой подходящий с политической конъюнктуры точки зрения момент. Это не устраивает Азербайджан, Россию, да и всех остальных. Это первый момент. Второй момент — все-таки судьба транспортных коммуникаций, Зангезурский коридор. Сейчас Пашинян пытается соскочить от обязательств, которые содержатся в пункте 9 трехстороннего заявления. Это действующий документ, он имеет характер прямого действия. Под ним стоит подпись премьер-министра Армении о том, что Зангезурский транспортный коридор открывается на принципе экстерриториальности. Армянской таможни пограничников там быть не должно. Там присутствует пограничная служба ФСБ России. И это устраивает всех, по крайней мере, устраивало на момент подписания этого документа. Но дальше произошла эволюция позиции Еревана. Она произошла по нескольким причинам. Во-первых, сам Пашинян и его окружение пришли к выводу, что это невыгодно для них. А второе, против этого выступили внешние спонсоры и, скажем так, старшие партнеры Армении в лице США, Франции и Евросоюза. Это пункт, который также очень важен. Но, судя по последним заявлениям, возможно, что этот пункт из темы мирного договора, он уйдет, будет отложен. Там есть разные варианты, но вот этот вариант перекрестка мира, который предлагает Армения, Франция, США, я думаю, все прекрасно понимают, мы не можем быть заложниками доброй воли Еревана относительно сегодня там попускает грузы, а завтра вдруг бах, и армянская таможня остановила. Потом там какие-то предложения, ЧОП какие-то там должны регулировать. Какие ЧОПы? Есть пограничная служба ФСБ, она лучше всякого ЧОПа будет там все регулировать. Но Пашиняна это не устраивает. Поэтому идет расторговка вокруг этого пункта. Было бы идеально, конечно, чтобы данный документ был подписан до конца года, например, на полях КОП-29, который пройдет в Баку. Уже в ноябре, по-моему. Но, наверное, все-таки Ереван не пойдет на то, чтобы этот документ был подписан в эти сроки и на этой площадке. Хотя, конечно, все возможно, но, еще раз повторяю, если бы Ереван ориентировался исключительно на собственное понимание, это было бы одно. За ним стоят все-таки внешние игроки, они достаточно влиятельны. Если мы посмотрим того же самого Абрайана, с чем он приезжал, какие месседжи посылал. Понятно, что Запад объективно подыгрывает Армении, так или иначе. Они понимают, что это, условно говоря, вторая Украина, они будут выстраивать свои отношения, исходя из того, что Ереван будет выполнять то, что геополитически выгодно для западных партнеров. Поэтому здесь, конечно, для азербайджанской дипломатии очень большое поле, и задача нетривиальная. Но мне кажется, что такая последовательная политика, от простого к сложному, допустим, созданы же эти переговорные форматы, они напрямую взаимодействуют между Баку и Ереваном.
началась действительно успешная политика делимитации, демаркации государственной границы. Хотя это встречает определенное сопротивление реваншистской части армянского общества. Тем не менее, это идет. Пашинян заявил, что вот эти вот идеи Великой Армении, он от них отказывается и как бы будут строить современные реалии, исходя из нынешних государственных границ, что тоже хорошо. Но процесс идет достаточно как бы в динамике, и в то же время Ереван иногда делает шаг вперед, потом 2 шага назад. Такова природа армянской власти, она колеблется, она учитывает там различные интересы. Было бы идеально подписать в этом году, но все-таки шансы на это, они не столь велики, и, по моему мнению, все-таки мы можем с этим мирным договором уйти в следующий год. Очень важно, что Путин и Россия предлагают себя как честного, объективного посредника, где необходимо, не лезет в этот процесс. Все заинтересованы в том, чтобы мирный договор был заключен. Но в любом случае он будет заключен на условиях 5 базовых принципов, которые были выдвинуты президентом Ильхамом Алиевым. Это справедливые требования, они отвечают нормам международного права. А дальше, может быть, и получится, чтобы этот документ был подписан. Еще раз могу повторить, это будет эпохальное событие, не менее чем Кэмп-Дэвидские соглашения. И, соответственно, подписанты этого соглашения, по крайней мере, в лице президента Азербайджана, однозначно должны быть номинированы на Нобелевскую премию мира. Но для начала надо, конечно, этот договор полностью согласовать и подписать. И никаких промежуточных вариантов. Это все-таки такие, знаете, хитрые армянские уловки. Как раз про хитрые армянские уловки хотела Гио спросить. Мы на прошлой передаче тоже уже затрагивали эту тему. Не кажется ли вам, что вот это предложение, что давайте сейчас подпишем эти 13 пунктов и потом будем работать над оставшимися 3, это как бы такая хитрость в плане того, что вот если там теоретически это было бы сделано, армянская сторона дальше могла бы сказать: так все, вот документ подписан. Армянская сторона прекрасно понимает, что Азербайджан не подпишет. Просто предлагая это делается на публику, что мы вот настолько хотим мира, что мы готовы даже вот то, что уже согласовали, подписать, а это мы потом решим там по пути. Конечно, нет такого, в практике нет такого международного, чтобы подписывать не согласованный документ. Да, вот здесь мы читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали и так далее. Но это какой-то, честно говоря, даже как-то не очень серьезно говорить об этом. Тем более, что речь идет вот об этом серьезном очень пункте, когда в Конституции одной страны есть территориальные претензии к своему соседу. О каком мирном соглашении можно здесь говорить? Конечно, это принципиальнейшая вещь, на мой взгляд. И меня еще одно, я бы сказал, ввиду того, что у Армения очень специфическое географическое положение в регионе, да, у нее нет выходов к морям, она со всех сторон, с одной стороны Турция, с которой нет отношений, с другой с Азербайджан, с которой идет с Грузией, с которой тоже в этих отношениях есть очень серьезные такие проблемы. Хотя на высшем уровне всегда заявляется, что братский народ, все хорошо, Грузия даже предлагала Тбилиси как площадку для переговоров и так далее. Но вопросы есть, особенно усиливающаяся и военная милитаризация Армении, и, в общем, есть там проблемы с сепаратистскими регионами, никуда они не делись, так притухли чуть-чуть на фоне всего, что произошло в Карабахе, но они никуда не делись. И, конечно, в Грузии с большой опаской смотрят на то, что происходит сейчас в Армении. Поэтому в общем, довольно специфическое. Вы знаете, мне кажется вообще, что ценность Армении для Запада без того, о чем мы говорили в Грузии, этих событий, которые должны произойти, она сильно падает. Если предположить, что в Грузии поменяется власть, которая будет больше прозападная и больше будет на эти авантюры, как там, если не открытие второго фронта, как такое активная поддержка. Там же у многих оппозиционных партий это значит ввести визы россиянам для посещения Грузии, пересмотреть авиационное сообщение. То есть демонстративно бьющие по экономике именно Грузии шаги, которые должны продемонстрировать западным партнерам, что мы с вами.
да, вот, вне зависимости от интересов грузинского народа. И, конечно, вот это, если на Южном Кавказе возникнет вот такая ситуация, когда и вот и Армения со своими этими, и вдруг там, да, изменившая свой вектор на национально ориентированную власть придет прозападная, тогда, конечно, с выходом к Черному морю, со всеми вот этими вопросами, которые там север-юг, да, восток-запад через Грузию, это будет другая ситуация. Вот. И мне кажется, что все-таки они с Арменией вот так вот на нее ставят с Перспективой того, что изменится ситуация. Ну вот, что касается Зангезурского коридора и вообще вот третий трек — это транспортные коммуникации. У нас на этой неделе было сделано заявление как раз о том, что Игорь Юрьевич уже сказал, о том, что мы не приемлем третью сторону, если будут разблокированы транспортные коммуникации, и вот хотим частной компании, которая будет контролировать безопасность. Такая тоже интересная идея, так скажем. Но вот хотелось бы поговорить о чем. Само вот это заявление говорит о том, что Армения все-таки настроена на то, чтобы построить эту дорогу, или нет? Я думаю, что для Армении неприемлемо отсутствие контроля как политического фактора за функционированием Зангезурского коридора. То есть они хотят сделать Зангезурский коридор заложником своего доброго отношения. Сегодня пускаем, завтра не пускаем. Поэтому какие там частные охранные компании, ну какие, американские что-нибудь это поставят? Или какие-то другие? Нет, конечно. Еще раз повторяю, трехстороннее заявление, в части касающейся, в том числе и пункта 9, это действующий документ. Пашинян обязан выполнить его. Там указаны сроки, кстати говоря. Поэтому этот документ действующий. Другое дело, что наши попытки каким-то образом объяснить Николу Ваваевичу, что это надо делать, они, скажем, обнуляются вот такой реальной политикой, которую проводит сегодня Ереван. Против этого категорически выступает западная страна. Они также не заинтересованы, чтобы де-факто данный коридор функционировал. Но что касается Азербайджана, он же, во-первых, имеет альтернативу ввиду соответствующей коммуникации через территорию Ирана. Ну, правда, туда необходимо серьезные инвестиции делать для того, чтобы все это было. И самое главное, вот эта бесшовность была очень важная. Я абсолютно вот разделяю позицию моего коллеги относительно оценки ситуации в Грузии. Конечно же, все, что происходит сейчас, делается в связке вот с событиями. И если грузинское правительство устоит, и мы желаем, чтобы так произошло, не исходя из того, что оно пророссийское, оно прогрузинское и защищает национальные интересы. Но любое правительство, которое защищает национальные интересы, оно как бы выступает против глобалистов. Это очень важно. И в этом случае, конечно, тогда возможно, что Пашинян станет более сговорчивым. Он выжидает, чем сейчас кончится ситуация на октябрьских выборах в Грузии. Если, скажем, произойдут катастрофические изменения, к власти придут политические отморозки, реализующие западный абсолютно курс, будет одна ситуация. Если грузинская мечта удержит власть и обеспечит защиту конституционного выбора граждан, которые проголосуют, и итоги выборов будут легитимны и реализованы в жизнь, тогда, возможно, мы увидим какие-то изменения в позиции Еревана. Поэтому от Грузии сегодня зависит на самом деле очень много. И, скажем, ситуация в Грузии, она даже выходит за пределы, я считаю, ситуации на Южном Кавказе. То, что там произойдет, либо будет стабилизация всего региона и за его пределами, либо, если, не дай бог, вдруг произойдут катастрофические события, здесь может возникнуть эффект домино. И, конечно же, для региональных стран крайне важно сегодня, я поддерживаю своего коллегу, который сказал, необходимо в легальном политическом поле консолидацию усилий по защите и поддержке законных грузинских властей и выбора, который сделает грузинский народ на предстоящих выборах. То есть, получается, мы сейчас все наше внимание устремлено на Грузию и ждем, что будет там в октябре. В том числе, да, в том числе, неважно, конечно, и везде какие процессы, которые происходят, но это будет такой действительно судьбоносной историей. Причем в самих выборах я лично, ну, зная эти цифры и того, что я видел, я не сомневаюсь в победе грузинской мечты. Ну, я не знаю, будет ли конституционное большинство, но то, что они достаточно уверенно победят, это точно.
Здесь вопрос, устоит ли власть против того, что ей сейчас готовят. Ну, вот я хотел бы добавить, здесь тоже очень важно в остающееся время, вот это окно возможностей, все-таки понимание инструментов цветных революций. У нас есть целый ряд примеров, в том числе и вот у Сербии, где пытались, опять же, на базе внеочередных парламентских выборов совершить государственный переворот при поддержке прозападно настроенных сил. Это не удалось, сейчас идет вторая попытка под уже экологическими, скажем так, лозунгами, опять же, попытаться совершить госпереворот. То есть, может быть, есть необходимость, опять же, например, в Баку провести какую-то международную конференцию или экспертный семинар, где просто обсудить технологии цветных революций. Кто вооружен знаниями, кто понимает, что такое гибридная война, как ей противостоять, по крайней мере, это будет и месседж обществу. Будьте бдительны, защищайте ваши результаты, какие могут быть инструменты воздействия и свержения законных правительств. Для всех, без исключения стран Южного Кавказа, это очень интересная, важная и нужная тема. Мне кажется, в стране, в которой происходила цветная революция, и теперь у них обратная ситуация, люди вообще в шоке, нет? Не, но люди напряжены, на самом деле, в Грузии, ну, из того, что я там по своим каналам, люди напряжены, это в разговорах и с политологами, и с журналистами, и с просто простыми людьми, там, бизнесменами, все этого ждут, очень разные мнения у людей, там, настроение. Понятно, что есть вот эта молодежь, которая заточена, да, там, и несколько раз уже ее использовали, и были вот эти репетиции в уличных беспорядках, в уличном давлении. Там, это пока силовые органы там, это показывают, что они справляются. Причем последний раз справились еще очень аккуратно, без всяких там эксцессов силовых, потому что в свое время там было очень жестко. Вот, когда разгоняли вот после этого инцидента со стулом, когда не туда сел кто-то и так далее. Я как раз, да, я это видел в режиме прямого эфира, что называется, что происходило. И там было очень жестко. Там были резиновые пули, выбитые там глаза, там зубы и так далее. Вот. Сейчас все прошло более так, организованно с точки зрения там, усмирения. Но я думаю, что это не тот накал был, который предстоит. И не те финансы. И не те финансы, да. Сейчас надо сказать, что на этот короткий срок сотни миллионов долларов влиты в Грузию именно вот в эти структуры, которые должны информационно поддержать. И я думаю, что с точки зрения вот этой давления улицы, объединить там и вывести на улицы прежде всего молодежь, которая, с которой трудно разговаривать, когда ты с ним говоришь, там, мы хотим Евросоюз, все, мы будем в Европе. Вот, это мантра до сих пор работает. Да? То есть люди, видимо, не смотрят там по сторонам, не смотрят, куда привела вот это мы будем с кружевными трусиками в Европе, тоже Украина. Посмотрим. Получается, будут кто-то в Евросоюзе или нет. Одно мы знаем точно, все мы остаемся в нашем регионе и будем здесь жить. Спасибо огромное за интересную беседу. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Игорь Юрьевич Коротченко, генеральный директор Каспийского института стратегических исследований. Игорь Юрьевич, спасибо большое. Спасибо за профессиональный, честный и объективный диалог. Спасибо. До свидания.